Привет! Доброе утро или добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Сергей, и сегодня я поеду на рынок и покажу вам, что я буду там покупать. Там будут разные фрукты, овощи и не только. Так что вы узнаете очень много интересного вокабуляра на эту тему. Ну что, вы готовы? Поехали! Так, самое главное, конечно, это не забыть взять с собой важные вещи. Когда я иду на рынок, я всегда беру с собой рюкзак. Да, в рюкзаке у меня есть кошелек, деньги. Вот, у меня есть деньги. Иногда я еду на рынок без денег, и это проблема. Мне приходится просить на рынке у людей занимать деньги и говорить: я вам потом отдам. Да, так что нужно всегда иметь с собой кошелек. Да, деньги находятся внутри кошелька. Так вот, я кладу кошелек в мой рюкзак. Вот, и иногда с собой, когда идешь на рынок, нужно брать кошку. Тоже важная вещь. Никогда не идите на рынок без кошки. Так как я иду на рынок, я стараюсь не использовать пластиковые пакеты. Поэтому я беру с собой такой большой пакет, куда я кладу все мои овощи. И у меня есть маленькие пакеты многоразовые в моем рюкзаке. Ну что, поехали, давайте. Ну вот, мы припарковали наш мотоцикл и сейчас идем покупать разные вещи. Погнали! Вообще, я хожу на рынок обычно 1 раз в неделю, но иногда приходится ходить 2 раза в неделю. И здесь всегда очень шумно, очень много музыки, много людей, много разных звуков и запахов, хороших и не очень хороших. Вот. Но сегодня особенно много людей, потому что сегодня, я думаю, полная луна или новая луна, я точно не знаю. Но в это время всегда вьетнамцы ходят, покупают много фруктов, и они также, так сказать, преподносят эти фрукты, они ставят их на алтарь, для того, чтобы их предки и разные духи могли их поесть. Вот. Поэтому сегодня будет немножко много людей. Но давайте посмотрим, какие фрукты здесь есть. Когда люди спрашивают меня, где же я беру мой протеин? Вот он протеин, вот это протеин, и это тоже белок, и это, и это. Это бобы. Я ем очень много бобов, или мы также называем фасоль. Это красная фасоль, это белая фасоль, это соя, это фасоль, не знаю, как называется. Ну, тут у нас рис, горох и много другого всего интересного. Ну и, конечно, мой любимый арахис. Вы знаете, я очень люблю арахисовую пасту, и я обычно делаю ее сам, поэтому я покупаю вот такой обжаренный арахис, и потом его уже в блендере взбиваю, и получается арахисовая паста. Очень вкусная. Ну и, конечно, сейчас самое начало лета во Вьетнаме, и вы знаете, я не люблю, когда очень жарко, однако
Здесь очень много фруктов сейчас. У нас есть личи. Очень сладкий фрукт, очень ароматный. Но в то же время много есть нельзя, иначе будут много прыщей. Пум-пум-пум-пум. Но вот этот фрукт называется мангостин, и он охлаждает твое тело. Так что они друг друга балансируют. Это охлаждает, а это разогревает. Это все вьетнамская медицина. Вот. Также у нас есть персики. Ну, вьетнамские персики, они не очень вкусные, они очень твердые и такие не очень сладкие. Вот. Конечно, у нас есть рамбутан. Вот такой волосатый фрукт, мохнатый. Моя жена очень любит его есть. Нормально. Он иногда кисленький, иногда сладкий, по-разному. Да, что у нас здесь еще интересного есть? Конечно, манго. Вот этот манго, я бы не стал его покупать, потому что он очень похож на такой, я бы сказал, геномодифицированный манго. Такой немножко китайский, химический. Поэтому, если видите такой большой, толстый манго, не покупайте. Покупайте больше маленький. Он будет вкуснее и лучше. Сейчас мы посмотрим. Также, конечно, мой любимый фрукт, это называется драконий фрукт. Да? Похож, как будто бы это яйцо дракона. Он бывает двух типов. Бывает больше двух, но два самые популярные типа. Это белый и такой темно-розовый. Я думаю, это белый или розовый, не знаю. Coi, cái này là màu hồng, màu đỏ, окей. Да, это красный, они говорят. Ну, я думаю, как розовый. Вот, я, может быть, куплю себе один или два. Его очень вкусно добавлять в смузи. Ну и, конечно, наш самый популярный фрукт – это яблоко. На самом деле, во Вьетнаме яблоки – это экзотика. И, как правило, они стоят намного дороже, чем другие фрукты. Да? Например, coi, cái này bao nhiêu? Самый. Например, это стоит почти $3, да? За 1 килограмм. Но вот этот фрукт, cái này? Балам. А это стоит всего $1,5. То есть $1,5 за это и $3 за это, понимаете? То есть для вьетнамцев яблоко, интересно, а это, обычная еда. Вот, еще здесь есть такой интересный фрукт, называется, я не знаю, как его называют по-русски, я думаю, называется, я не знаю, как это называется, но по-вьетнамски называется бонбон, как конфетки по-французски. И он очень ароматный, такой, знаете, смесь помелы и какого-то, не знаю, очень необычный аромат. Он немножко вяжет, когда его ешь во рту так. Поэтому нужно быть аккуратным. Но классно, что когда ты его чешую снимешь, ее высушишь, и потом можно ее поджигать, и она очень таким вкусным ароматом наполняет комнату. Так что попробуйте, тоже рекомендую. Ну и, конечно, у нас здесь есть, как это называется, виноград, да, тоже очень дорогой. Вот. Моя жена говорит, будь аккуратна, очень дорого. Эта бабушка продает вот такие фрукты, которые люди не едят, но они их разрезают, мешают вот с этой жидкостью, я не знаю, и потом они их жуют. Это как такой легкий наркотик. Да, и бабушка тоже сейчас жует, да? Вот, ей очень нравится. И также они заворачивают в этот лист. У меня этот лист, кстати, растет в огороде. Вот, они берут его, вот она разрезанная, заворачивают, с этим мешают, и потом жуют вот так. Да. И это им как расслабляет, я думаю, такой вариант. Но это не сейчас делают только старые люди. Молодые люди так не делают. Здесь продаются разные виды бананов. Возможно, вы не знали, но во Вьетнаме есть очень много видов бананов. Например, вот эти маленькие, они такие пузатенькие. Я не очень люблю такой вид бананов. Вот, они обычно становятся вот такие желтенькими, но некоторые говорят, они очень вкусные. Также есть вид бананов такой уже более популярный, который мы все знаем, такие более длинные. Вот эти бананы. Вот. А еще здесь есть вид бананов, вот эти, вот они. Ой. Этот вид бананов, они, с одной стороны, казалось бы, они похожи между собой, да?
Но на самом деле это разные. Вот эти бананы, они более такие крахмалистые, более твердые, и они очень хорошо подходят для выпечки. Когда мы что-то выпекаем, когда мы что-то делаем, это очень хорошо для готовки. Вместо яиц использовать можно. Сейчас эта женщина, она разрезает лапшу. То есть у нее есть такие большие листы с лапшой. Вот, она их кладет сюда. И потом и у нее получается лапша. Свежая лапша. Вот она, как она работает, да? Вот он какой процесс приготовления лапшички. Вот она, вот она. Вот, и потом туда убрали. Все готово. Вот я и пришел покупать овощи. Самая важная часть моего утра, потому что я обычно хожу за овощами, не за фруктами. И вот наша главная еда – сладкая картошка. Я не могу без нее жить. Обожаю ее. 25 тысяч – это примерно $1 за килограмм. Хорошая цена. Возьмем много. Также нам нужно взять тыкву. Вот, это тыква. Ой, я думаю, одной тыквы будет достаточно. Я очень люблю готовить все вместе с тыквой. Также я всегда покупаю ананас. Вот. Я очень люблю делать кашу с бананами и с ананасом. Этот овощ называется горькая дыня или горький огурец. Если вы никогда его не пробовали, то это будет для вас сюрприз. Он супер горький. Вот насколько может быть горькая еда, настолько он есть такой. И люди очень любят его есть, потому что он очень полезный. Я, когда приехал во Вьетнам, мне он не нравился. Но сейчас иногда я могу его есть. Даже иногда сам готовлю. Это довольно необычный вкус, но приятный. Авокадо. Местные авокадо очень большие, такие пузатенькие, кругленькие. Также, конечно, здесь есть огурчики, огурец. Я очень люблю делать салаты с огурцами и с помидорами. Иногда зимой я покупаю зеленую фасоль, потому что я люблю делать карри из нее и тому подобное. Но сегодня я решил не покупать, потому что сейчас очень жарко. Вот. И также у нас здесь, смотрите, есть белый баклажан, да, есть обычный фиолетовый баклажан, а есть белый. И его обычно используют для супов, да, суп делают, да, из него, вот. И, конечно же, я очень люблю мои болгарские перцы. У нас есть красный, есть желтый. Я обычно люблю зеленый и красный. Желтый, не знаю, почему-то мне не нравится, вот. Я обычно делаю из них салаты или добавляю вместе с тофу. Тоже очень вкусно. Обычно я покупаю тофу у людей, которые делают свежий тофу. Но иногда, как сегодня, у нас не было времени, чтобы туда поехать. Поэтому я покупаю тофу вот здесь. Вот, здесь у них есть такой бочка с тофу, называется. И вот он здесь лежит. Я беру и кладу его в свой контейнер, чтобы не использовать пластик, да? Вот, и мы возьмем сейчас, купим, не знаю, может быть, 10 кусочков тофу. Обычно я ем 3 за один раз. Вот, но я возьму 10. Вот. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. 30. 30. Bữa Ok. sau lại lên mua ngay chưa? Ей не нравится, что я не купил у нее еду, потому что обычно я покупаю еду у нее. Вот. Здесь сейчас, сегодня, эта женщина, она продает веганскую еду, потому что, как я сказал, каждую полную луну и новую луну во Вьетнаме многие люди стараются есть веганскую еду. И сейчас я хочу попробовать вот эту кукурузную лепешку. В общем, я очень устал. Я думаю, что здесь наше видео заканчивается. Спасибо большое, друзья, что смотрели. Надеюсь, вы узнали сегодня много новых слов.
И извиняюсь, что так шумно постоянно, но это вьетнамский рынок, по-другому здесь не бывает. Вот. Конечно, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду и к другим, и поддержать меня, вы можете стать моим патроном вот здесь. Переходите по ссылке, а также ставьте лайки этому видео.